Всем привет! Меня зовут Катя, вы на канале This Cozy Nest. И сегодняшний эпизод я записываю, потому что уже начала несколько новых проектов после тех, которые я закончила в предыдущем эпизоде. Это свою жилетку и футболку, если интересно, можете его посмотреть. И хотела подключиться, показать, на каком я уже этапе, потому что боюсь, что я скоро уже все свяжу, а вам ничего не показала. Во-первых, начну с пряжи. В прошлом эпизоде я тоже упоминала, что это две пряжи, которые мне очень понравились. Просто невероятные текстуры, очень красивый цвет. И первая пряжа — это Rico Design Essentials Baby Alpaca Silk. И здесь в 25 граммах 200 метров. 75% альпаки и 25% шелка. Насколько я понимаю, эта ниточка очень похожа на мохер на шелке. Единственное, она, мне кажется, более пушистая и намного более мягкая. Я никогда не встречала настолько мягкого мохера на шелке. И вторая ниточка, которую я взяла в дополнение к первой, это Lana Grossa Diamante. Такие очень маленькие, деликатные пайеточки. И вместе они смотрятся, мне кажется, просто невероятно. Причем эти пряжи я покупала в совершенно разное время, и до какого-то момента они у меня лежали в разных местах, и я даже не думала о том, что я могу их как-то скомбинировать вместе, как-то сочетать. Но когда я это увидела, я поняла, что просто они, наверное, созданы в моем воображении друг для друга, потому что, во-первых, у них почти одинаковый метраж, а во-вторых, этого артикула Lana Grossa у меня 3 моточка всего лишь, а этого всего лишь 2 моточка. То есть максимум, что я могу из них связать, это вот что-то используя 2 моточка вот этой пряжи. Я ее брала на скидках в оффлайн-магазине, и она стоила 6,60 евро. 6 евро 60 центов со скидкой. И было в остатке всего 2 моточка этого цвета, но я взяла оба. И получается, что на проект чисто теоретически у меня уйдет по 2 моточка. Я, возможно, немножко возьму с третьего моточка этой пряжи, потому что вот тот самый проект. Что я вяжу? Это платок. Причем это называется платок, наверное, да, шаль, может быть. И она очень похожа, если вы знаете, на, по-моему, это называется Софи шаль у Petit Knit. И я думаю, что это практически то же самое, но я вяжу не по описанию Petit Knit, я вяжу сама. Я думаю, что это довольно простой платок, который можно вязать и без описания вязальщицам, у которых есть опыт. И здесь на краях я также использовала айкорд, а основное полотно — это платочная вязка. Я не знаю, видите ли вы, но как деликатно, как красиво блестят эти пайеточки. Если не присматриваться, их практически не видно, но если поймать определенный свет, то это просто невероятная красота. Почему я решила вязать такой простой платок? Все очень просто, он в подарок, причем подарок моей маме. Моя мама девушка очень стильная и модная, поэтому я долго думала сначала над узором, какой я могу связать. Я думала, какой-то, может быть, ажурный, сложный узор, либо наоборот текстурный. Но, честно говоря, я побоялась не угадать, не попасть в, так скажем, стиль, поэтому решила связать очень базовую вещь. А этот цвет маме, я думаю, очень пойдет. Она вот именно любит такие насыщенные темные цвета, и ей они очень идут. Поэтому я, когда увидела сочетание этих двух пряж, сразу подумала о ней и сразу решила, что буду вязать ей в подарок платок. То, на что хватит, собственно, этой пряжи. Вот почему я остановилась на этом моменте. Я думаю, это у меня практически уже половина связанного платка, потому что у меня закончился первый моточек вот этой пряжи с пайетками.
И от второго остался буквально вот такой вот маленький остаточек. То есть я думаю, что свяжу буквально еще несколько, наверное, рядов, и это все, и приступлю к убавкам. Потому что сначала я начала вот с маленького конца и прибавляла петли каждые 6 рядов, прибавляла до, ну, вот такого получается момента, я думаю, после стирки, после ВТО еще вытянется в ширину. И сейчас я решила, что как закончится у меня первый моточек из 2, я приступлю к убавкам. И тогда платок будет, я думаю, я надеюсь, более-менее симметричным. Но если даже разница будет в пару рядов, я не настолько перфекционист, чтобы обращать на это внимание, честно говоря, поэтому я не считаю количество рядов, которые я связала, я ориентируюсь только на моточки. Я очень надеюсь, что здесь примерно одинаковая в обоих моточках, одинаковый метраж будет, так что думаю, что все удастся. И вчера, когда я поняла, что мне уже нужно показать вам этот проект, вчера, к сожалению, у меня не получалось подключаться, и я решила, что оставлю его пока закончился первый моточек, немножко отложу и начну что-то новое. Сначала думала приступить к жилетке, которая у меня не удалась в прошлом эпизоде. Вернее, она удалась, но я оставила ее себе, а планировала вязать в подарок. И опять-таки подарочная жилетка. Хотела к ней приступить, но вот взгляд у меня вчера упал на мою коробку с пряжей, и я увидела бобиночки рафии, которые лежат у меня с ноября прошлого года. Мы их с девочками покупали в Барселоне на ярмарке, на которую ездили. Специально летали в Барселону на пряжную ярмарку. Это рафия Испи. Насколько я слышала, это должна быть хорошая рафия, качественная. И вот признание, честно говоря, я ни разу в жизни не вязала из рафии. И это мой самый первый проект из рафии. Я выбрала вот такой молочный шоколадный цвет, по крайней мере, этот цвет у меня ассоциируется с молочным шоколадом, очень вкусный, я на него смотрю каждый раз, и мне хочется чего-нибудь сладенького. На самом деле выбор цветов там очень большой, в этой пряже очень большая цветовая линейка, от самых светлых до темных, и даже цветные, и даже металлик. Ну вот я решила остановиться на таком, как по мне, очень классическом варианте, потому что я хочу сумку городскую, я не хочу пляжную сумку из рафии. Рассчитываю, что она будет городская, и я ее смогу носить практически совсем и везде. И я пока связала вот такой вот кусочек донышка. Я хочу, чтобы донышко было прямоугольным, и потом с него уже начать вязать сумку, но это не окончательный вариант, вернее, это не тот размер, который у меня будет. Я еще хочу сумку гораздо длиннее, но ширину я бы оставила такую же. Я не знаю, я попробую как-нибудь это сделать, поднастроить. Полотно пока жесткое, оно не особо поддается какому-то моему расправлению, поэтому мне сложно сказать, что получится. Я не отпаривала эту пряжу перед тем, как из нее вязать, но я попробую отпарить это полотно, когда я более-менее свяжу тот размер, ту длину сумки, которую я хочу. Я очень люблю большие сумки-шоперы. Вот я планирую, что эта сумка будет именно такой большой, практичной, универсальной сумкой-шопером, которую, как говорится, и в первый мир. И очень надеюсь, что у меня получится моя первая сумка. Но, честно говоря, не уверена. Донышко я, конечно же, буду укреплять. Я пока не решила еще, каким материалом. Конечно, продаются специальные накладки на дно сумки, но я не нашла того размера, который я хочу сделать, который я хочу связать. Все размеры более-менее какие-то там одинаковые продаются, и поэтому я решила что-то, наверное, буду искать сама, какой-то материал более-менее плотный, и буду прикреплять этот материал к донышку сумки.
Вязание идет не слишком быстро, я бы сказала. Я вчера довольно много времени потратила вот на такой кусок. Сегодня, правда, я над ним совсем не работала, не было времени. Но не быстрый будет проект. Я не уверена, что в конце этого эпизода я покажу готовую сумку. Скорее всего, нет. Я на это даже пока не рассчитываю, что какая-то будет готовая сумка в скором времени. Но потихоньку работаю. Я использую крючок номер 3. И опытные вязальщицы, скажите мне, нормально это или нет? Хороший ли это размер для этой пряжи? Возможно, нужно было взять побольше, потому что полотно здесь у меня довольно плотное получается. Крючок фирмы Tulip. И на этом пока все. Это вот 2 проекта, которые у меня сейчас в проекте. И, конечно же, я в скором времени начну вязать жилетку. И буду вам все показывать. Мне еще пришла посылка с пряжей, которую я заказывала на футболку, на вторую футболку. И откроем эту посылку вместе. Я ее еще даже не открывала. В прошлом эпизоде я рассказывала, что заказала еще пряжу на вторую футболочку. И вот она мне пришла. Давайте сделаем распаковку. Тут, конечно, упаковали на совесть. Так. Заказывала из магазина Воля Пур пряжу. Это должна быть Sandnes Garn Line. Я заказала ее вот в таком очень красивом цвете. Не знаю, мне кажется, камера не передает, но это прямо очень-очень светло-голубой цвет. Даже может показаться, что он, наверное, серый с голубым подтоном, но на самом деле это чисто голубой. Я заказала на всякий случай 6 моточков, хотя я думаю, 5 моточков мне в любом случае хватит. Вот так вот выглядит пряжа, и я очень довольна цветом. Очень нежный, летний, такой светлый цвет. На выходных у сына проходила тренировка по парусному спорту. Не очень активно, но он все же ходит на яхте класса «Оптимист» и иногда даже участвует в регатах. Он снарядил свою яхту, и мы вышли на воду. Ветер был очень переменчивый, иногда набегали сильные порывы, такие, что переворачивало взрослые яхты. Поэтому решено было тренировку остановить спустя полчаса, и это было правильным решением, потому что поднялся такой ветер, что в итоге с воды ушли все. А на следующий день я поехала на встречу своего любимого вязального клуба и взяла с собой самый простой проект, который могла бы бездумно вязать. На этот раз встреча проходила в прекрасном городе Ульм. Вы видите Ульмский собор, который до недавнего времени, до 25 года, был самой высокой церковью в мире, пока в 25 году его не превзошла Саграда Фамилия в Барселоне. Мы с девушками прекрасно провели время, сидели в кафе, пили, ели, вязали, разговаривали. Всегда очень интересно узнать, что вяжут другие вязальщицы. У всех были совершенно разные проекты, у кого-то кардиганы, у кого-то аксессуары, кто-то вязал крючком, кто-то спицами. Но все проекты прекрасны и по-своему уникальны. Я работала над своим платком и уже приступила к убавкам. После этого мы прогулялись по городу, оглядели достопримечательности, побродили по каналам и набрели на символ города Ульм — воробушек. Такие статуи разбросаны везде по городу. Здесь можно встретить и воробья-чиновника, воробья-почтальона, воробья-садовника. А это здание, теперь отель, вошло в книгу рекордов Гиннесса как самое кривое здание в мире. Здесь я вам записывала видео, но, к сожалению, у меня не записался звук, поэтому приходится записывать голосом за кадром. Я показываю проект, над которым работала. Это платок, и он у меня полностью уже готов.
На удивление, он связался очень быстро, буквально за несколько дней, хотя я рассчитывала работать над ним гораздо дольше. Думаю, видные на кадре были и до этого, и сейчас маленькие пайеточки, они абсолютно не режут взгляд, но на солнце красиво блестят. Осталось только провести ВТО, и платок будет готов. Наконец-то набрала петли для второй жилетки. Она вяжется из пряжи Drops Wish. И я начала со спинки, так же, как и в первой жилетке. Конструкция будет абсолютно такой же. Здесь я набрала гораздо больше петелек, потому что хочу жилетку пошире. Я решила взять вот такой цвет. У меня осталось два цвета Drops Wish. Вот такой вот красивый сливочный сгущенки, наверное, цвет. И другой, более светлый, натуральный. Его я решила оставить для себя и, скорее всего, свяжу из него кардиган. Обоих цветов у меня осталось по 10 моточков, и, в принципе, оба бы мне подошли под проект жилетку, но решила взять сливочный. Мне он самой очень нравится, и подумала, что для подарка он подходит больше, чем этот светлый и белый. Пока, конечно, провязала совсем немного, но так как проект идет очень быстро, надеюсь, что работа завершится скоро. Взяла тут спицы номер 8, ну и надеюсь, на этот раз все удастся. Ну и, наконец, третий проект, который у меня сейчас на спицах, вернее, на крючке, это сумочка из рафии. У меня пока получилось такое донышко, и я им недовольна по двум причинам. Во-первых, это размер. В нем еще недостаточно длины, но уже довольно большая ширина. Как аккуратно добавить длины, но при этом не расширяя это донышко, я, честно говоря, не знаю. Вторая проблема, которая меня здесь не устраивает, это немножко пузырится серединка донышка. Я подозреваю, что тут дело в плотности, и, конечно, я в любом случае это донышко буду укреплять каким-то дополнительным материалом плотным, но все равно я не уверена, что это будет хорошо смотреться. Хорошо бы это донышко, конечно, отпарить, но я решила сделать немножко по-другому. Я решила донышко полностью перевязывать, то есть это я оставлю пока так, как есть, распускать не буду. Возьму новую бобинку, благо их у меня 3. И теперь на опыте попробую связать второе донышко, уже более длинное. По ширине, скорее всего, сделаю его таким же. Ну, посмотрю, как оно у меня получится. Надеюсь, уже пузыриться не будет. И если получится так, как мне надо, тогда это донышко я буду распускать и вязать из него основной корпус сумки. Таким образом, получается, что работа у меня пока на нулевом этапе, и придется начинать все заново. Давно вам не рассказывала про книги, которые я читаю, и прочитала я за это время уже довольно много интересных книг, про которых хотелось бы рассказать, но, к сожалению, не в этом эпизоде. А это кадры с нашей книжной встречи, нашего книжного клуба, где мы обсуждали роман Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй». Кто любит английскую классику, очень рекомендую к прочтению. Ну что ж, это финальное видео данного влога. Почему-то на этот раз у меня не получалось так много снимать именно вязальных процессов, но я думаю, что я вам показала встречи, на которых я была. Это была очень активная неделя. Это еще последняя неделя перед двухнедельными каникулами в школе, поэтому нам было чем заняться. Не было так много времени, к сожалению, у меня ни на вязание, ни на то, чтобы снимать, в принципе, что я вяжу. Но все-таки результаты этой недели очень даже неплохие. Хотя это была, ну, наверное, неделя, это очень грубо сказано, дней 9. Скорее всего, прошло с тех пор, как я сняла вот самый первый эпизод для этого влога. Ну, перейдем к результатам. Вы уже, наверное, поняли, что у меня связался платочек. Это готовая моя работа первая. Платочек получился чудесный.
Единственное, сейчас он еще слегка влажный. Я его буквально вот только что постирала. На улице у нас очень темно, я его повесила в тенечек, и вот он высох, наверное, процентов на, я думаю, 80, но еще не до конца. А когда он совсем высохнет, я думаю, он станет еще более пушистым. Я не знаю, видно ли вам, что а, вышел пух, еще больше пуха, чем было при вязании. Волосинки довольно стали длинными. Это, я напомню, альпака silk, то есть альпака с шелком. Я сказала, по-моему, в первом эпизоде, что это как мохер на шелке, только альпака, но на самом деле это больше похоже на brushed alpaca silk, например, того же артикула от Drops. Практически такой же состав, и я думаю, по ощущениям тоже очень похоже. Я, честно говоря, в восторге от этого шарфика. После стирки слегка он вытянулся в длину, но совсем немножечко. Практически размер не поменялся. Я еще не сделала финальные замеры, но сразу после того, как запишу видео, я их сделаю и подпишу. То есть это очень легкий платочек. Тут, конечно, еще пайетки немножечко дают веса, потому что у меня ушло около 2,5 моточков Ланы Гросса диаманта, вот этих вот микроскопических прекрасных пайеток. То есть 2 моточка по 25 грамм альпаки и 2,5 моточка по 25 грамм пайеточек. В итоге получилось, сколько получается? Ну, чуть больше 100 грамм. Весит платок, супер легенький. Сейчас я его повешу досыхать. Вот тут кончики еще совсем влажные. В общем, готовая работа есть. Она у меня отправится пока ждать своего часа. Это я вязала подарок своей маме. Я думаю, что маме такой шарфик должен понравиться. Он вполне универсальный, цвет абсолютно ее. Следующая готовая работа — это, наконец-то, носочки. Носочки, которые я так долго вязала, мои весенние носки, я успела их связать до конца весны. И я заблокировала, вот постирала первый носочек и второй еще нет. Вот в таком виде хотела вам показать, как выглядит непостиранный носочек только что со спиц и уже заблокированный. Он, честно говоря, еще тоже влажный. Я постирала его вместе с платочком, поэтому он еще такой немножечко рыхленький. Но я его оставлю досушиваться. И хотела показать еще, что здесь я не уверена, что видно, но вышел пушок тоже из пряжи, из этой ниточки. Здесь в составе есть кашемир. Я подпишу точное название пряжи и состав. И кашемир здесь очень чувствуется. Пряжа, ну, просто супер мягкая. Что до ВТО, после ВТО это вообще вот этот деликатный маленький пушочек, очень красиво смотрится, и цвета просто шикарные. В общем, наконец-то я довязала эти многострадальные носочки. Очень рада этой готовой работе, и с удовольствием их буду носить. Думаю, что даже летом. Мне кажется, для лета тоже совершенно прекрасные цвета. И у меня есть третья готовая работа. Вы не поверите, но она есть. И это жилетка. Она еще не постирана, буквально только что со спиц. Буквально 10 минут назад я заправила здесь последний кончик в этой жилетке. Вот такая она получилась, довольно объемной, длинной. Она сантиметров на 10-12 больше по объему, чем жилетка, которая получилась на меня. Плюс я сделала, конечно, пошире спинку. И мне захотелось сделать довольно глубокий вырез горловины, поглубже, чем у первой жилетки. Если вы не понимаете, о чем речь, причем здесь первая жилетка и эта жилетка, я рассказывала в предыдущем видео. Вся история этих жилеток в предыдущем видео, что я вязала изначально эту жилетку в подарок
в дороге, когда мы ездили в небольшой отпуск в Италию. К сожалению, так как это был дорожный проект, я немножко, у меня сбилась плотность, и жилетка получилась гораздо меньше, чем я рассчитывала, чем мне надо было. И решено было не распускать эту жилетку, а оставить ее себе. Проблема здесь была еще в том, что у меня было ограниченное количество моточков той пряжи, всего лишь 5. Здесь этого цвета у меня было 10 моточков, я могла себя не ограничивать. И на эту жилетку у меня ушло 6,5 моточков. И это, в принципе, наверное, такой реальный расход на жилетку того размера, который я планировала. 5 моточков все-таки было слишком мало. Но я покажу жилетку, которая у меня получилась. Вот здесь как раз-таки 5 моточков пряжи Drop Swish. Размер абсолютно мой, возможно, чуть-чуть оверсайз получился, но мне очень подходит. Рада, что жилетка получилась так, как получилась. Я сделала такую здесь забавную вышивку, гусеночка. Я эту жилетку уже пару раз надевала, жутко ей довольна. И надеюсь, что этим подарком тоже будут довольны. Я, конечно, ее еще постираю, она еще выровняется и слегка вытянется в длину. Здесь и вытянется слегка пройма, так как случилось с моей жилеткой. Она тоже немножко вытянулась и в длину. В целом и по проймам, и по всему. Проведу сейчас ВТО, но, наверное, уже, к сожалению, в этом выпуске не покажу эту жилетку уже с проведенным ВТО. По поводу сумки из рафии. К сожалению, пока показать нечего, все на том же этапе. То донышко я так и оставила донышком. И пока не начала новое донышко, но это у меня в активных планах на самое ближайшее время. Также хочу показать свои новые приобретения пряжные за последнее время. Помимо моточков, которые я уже показывала, Sannes Garn Line, из магазина Воли Пур я, по-моему, снимала распаковку. Тут красивейший такой голубой, нежный, небесный цвет. Очень, кстати, актуальный в этом сезоне до сих пор. Я из нее буду вязать футболочку с ажурным погоном, с ажурным рукавом. Пока еще не приступала, но в самых ближайших планах вместе с сумочкой из рафии. Также у меня появился вот такой вот красивейший, просто красивейший моточек пряжи от Шопель. Вот, скорее всего, следующий мой носочный проект будет именно из этой пряжи. Здесь 100 грамм, 420 метров, то есть это стандартная абсолютно толщина, хотя ниточка сама по себе кажется потолще, потому что это будто бы одна ниточка идет как скрутка двух ниточек. Но, наверное, это, скорее всего, стандартная толщина. Хотя так визуально, конечно, кажется потолще. Надо спросить у девушек, которые уже вязали из этой пряжи, либо если вы вязали, напишите, пожалуйста, какие спицы вы брали, стандартные ли какие, которые вы берете для 4 нитки, либо побольше, сколько петелек набираете, то есть вяжете ли вы из этой пряжи так же, как из любой другой 4 нитки. Очень интересно, потому что скоро буду набирать. Это подарок от моей вязальной подруги Лены. Леночка, большое спасибо. Тебе привет, если смотришь. Мне очень приятно, и буду в ближайшее время обязательно что-то из нее придумывать. Также затравочка для следующего видео. Скорее всего, первый эпизод для следующего влога я сниму уже сегодня. Все потому, что завтра утром мы выезжаем в небольшое путешествие. Мы решили на этих каникулах никуда особо далеко не ехать. И буквально в 250 километрах от нас забронировали кемпинг на озере. Так как погода обещает быть очень жаркой, мы решили, что такой формат отдыха на озере у воды будет
идеальным, будет более комфортным, чем просто оставаться дома в городе, переносить эту жару. И, конечно же, я думаю о том, какие проекты взять с собой. Скорее всего, это будет сумочка из рафии, потому что хочется в такую жару вязать что-то из максимально не пушистой и не шерстяной пряжи. Во-вторых, я подумала, что в кемпинге как раз мне пригодилась бы косыночка. Одна у меня уже есть, я вам ее показывала несколько эпизодов назад, и я ее даже носила в отпуске в Италии. Я ее обязательно возьму с собой и на этот раз. И плюс я еще думаю над тем, чтобы связать еще одну или даже две косыночки. Э, посмотрим, что получится из первой. И у меня два кандидата пряжных на то, чтобы стать этой самой косыночкой. Вот таких очень красивых цветов. Первая пряжа — это Ламана Иса. Я надеюсь, что я правильно произношу. Иса. Это стопроцентный хлопок, довольно толстенький, здесь в 50 граммах, 80 метров. Я думаю, что мне такого метража вполне достаточно будет одного моточка этой пряжи. Конечно, посмотрим, но я думаю, что вполне хватит. Если я тем более возьму спицы номер, возможно, 4,5, либо 4, но мне кажется, толстовата ниточка для спицы, для четверки, поэтому, возможно, возьму 4,5. Косыночка мне очень большая и не нужна, поэтому я думаю, что хватит. Но хочу вязать на этот раз просто лицевой гладью. По краям, конечно, сделаю такие кромочные петельки, чтобы не заворачивалась гладь. И хочу сделать небольшую вышивку по всей косыночке. Посмотрим, удастся ли, получится ли у меня эта идея. Начну вот, наверное, буквально сегодня-завтра наберу петли для этой косынки. Второй мой кандидат — это тоже пряжа от Ламана. Ламана Космо. Здесь 60% хлопка и 40% модала. И в 50 граммах 100 метров. То есть тоже довольно толстая ниточка. Она немножечко блестящая. Я думаю, это модал придает такой блеск пряжи. И здесь рекомендована спица тоже 4,5. И, возможно, я бы тоже взяла спицы 4,5. Потому что косыночка не обязана быть очень плотной. Главная ее функция — прикрывать голову и не дать ей нагреться. По крайней мере, для меня косыночка несет очень практичную функцию. То есть я не знаю, вряд ли, наверное, буду носить косынки для красоты, но хотя, смотря какая косынка, посмотрим, что получится. Я не знаю, скорее всего, оба этих моточка превратятся в косыночку. Я не знаю, с какого начать. До сих пор теряюсь, честно говоря. Но, скорее всего, я начну с розового цвета, потому что здесь меньше метраж, 80 метров. И я как раз посмотрю, насколько мне этих 80 метров хватит, потому что мне же нужно еще вязать вот длинную ленточку. Правда, ленточки я не люблю широкие, на косыночках я сделаю ее завязочку довольно узкую, поэтому не должна эта завязочка тоже съесть много пряжи. В общем, посмотрю, хватит ли мне 80 метров на косыночку, либо начать со 100. Я еще не решила. В общем, в самое ближайшее время один из этих моточков первым превратится в косыночку. Возможно, даже начну из голубой, чтобы точно хватило пряжи. И тогда я буду думать, начинать ли косыночку из розовой пряжи. Наверное, я лучше сделаю так. Не буду сильно рисковать. На этом это все. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Он, конечно, получился, мне кажется, не слишком объемным и, возможно, даже не слишком информативным, но зато сколько готовых работ. Честно говоря, я очень довольна. Я даже не ожидала, что я успею связать оба подарка, и жилетку, и шарфик за такой короткий срок. Все, я побежала собираться, нам еще нужно укладывать много вещей. Надеюсь, вам понравился этот эпизод. Пожалуйста,
напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно, это мне очень помогает. И спасибо вам за все ваши лайки и комментарии на предыдущие видео. Для меня это очень-очень ценно. И отличного вам настроения, отличного начала лета. Я надеюсь, что вас ждет прекрасная погода, хорошего настроения, вдохновения на ваше рукоделие. И спасибо, что были со мной. Пока.